Добрый вечер всем. Всем привет, привет, привет. Добрый вечер всем. Ребята, рад вас всех видеть. Дайте обратную связь по картинке и по звуку, как меня видно и как меня слышно, и будем начинать наш новый сезон. Так, что тут у нас? Франкенштейн какой-то, Фантомасович написал. Привет, привет, Франкенштейн. Грустное имя какое-то. Что медлим, то на то есть определенные причины. Добрый вечер, Елена. Всем привет, привет, привет. Рад вас видеть. Как видно, как слышно. Дайте обратную связь и будем начинать наш прямой эфир. Ну что, ребят, у нас на канале новый сезон, да, новый учебный сезон. Правда, мы его начинаем не с 1 сентября, а с 1 октября, потому что я был в отпуске. Чего и вам желаю. Видно и слышно хорошо, Евгений. Хорошо, друзья, мы буквально в конце, точнее в середине сентября тестировали новый формат, где участники могут звонить в прямой эфир, и это будет формат экспресс-коучинга. То есть это не просто ответы на вопросы, а если у вас есть запрос, если у вас есть какая-то жизненная задача, то вы можете звонить в прямой эфир, телефон у вас есть на экране, можно звонить в Telegram, в WhatsApp или в Viber, и, соответственно, общаться со мной голосом. Звоните просто обычно, без видеозвонка, потому что видео выводиться не будет. Поэтому не портите себе качество интернета. Можете звонить, и мы будем в экспресс-формате стараться разобрать ваш вопрос. И это будет в формате коучинга. Я думаю, что подобного рода эфир мы будем проводить 2 раза в месяц. По четвергам у нас время эфиров. Сегодня у нас в пятницу выходит эфир, но в дальнейшем будет по четвергам. Это будет первый и третий четверг месяца, поэтому можете забивать себе в расписание, и будем с вами таким образом работать. Я вернулся уже из отпуска, я уже отдохнувший, бодрый, и мы будем с вами работать в таком формате, общаться в таком формате. Экспресс-сессии будут, для вас они будут бесплатными, но ваша плата — это то, что весь интернет, весь YouTube будет слышать о вашей задаче. Я думаю, это соизмеримая плата. Ну а если вы не хотите выходить в прямой эфир, вы можете записываться на платные коуч-сессии, которые я также провожу. Ну что, дорогие мои, я вижу, что у нас уже достаточное количество зрителей. Я рад вас всех видеть и надеюсь скоро вас услышать. И будем начинать. Если у вас есть какой-то запрос, то вы можете набрать прямо сейчас по номеру, который вы видите на вашем экране, и мы с вами обсудим вашу жизненную задачу в формате экспресс-коучинга. И я думаю, что вы сдвинетесь с мертвой точки. Ну давайте небольшую такую перекличку устроим. Из какого вы города, как ваше настроение, какая погода сейчас в вашем городе? Для того, чтобы мы понимали географию нашего стрима. Давайте такую небольшую перекличку устроим. Напоминаю, что вы можете звонить в WhatsApp, в Viber и в Telegram. Озвучить свой запрос, мы попробуем с ним разобраться. Напишите, из какого вы города, какая у вас сейчас погода в вашем городе. Киев плюс 12. Киев, шикарная погода. Минска. Сколько сейчас в Минске? Я в Минске нахожусь. У нас плюс 8. В Минске плюс 8 сейчас. Хорошо, напишите, из какого вы города, как ваше настроение, как ваше состояние. Алматы, Казахстан. Как ваше настроение и состояние. Какая у вас погода? Сегодня дождь.
в Алматы. Отлично, отлично. Уфа, добрый вечер. Привет из Белгорода. Людмила написала. Привет. Так, друзья, пока еще у нас нету звонков. Ейск, плюс 12, отлично. У вас достаточно тепло. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу выразить огромную благодарность нашему зрителю, которую зовут Надя Гутурова. Надя Гутурова у нас оставляет регулярно донаты. Донат можно оставить по ссылке в описании к любому нашему видео. И это тоже способствует развитию нашего канала. Надя Гутурова, спасибо вам большое. Вы наш самый щедрый донатер. Надя однажды нам задонатила целых 3000 рублей. Поэтому, если вы считаете, что контент на нашем канале полезный и вы получаете какую-то пользу, вы тоже можете воспользоваться этой опцией и помочь развитию нашего канала. Хорошо, друзья, давайте смелее, можете смело набирать тот номер, который вы видите внизу экрана, по WhatsApp, по Viber, по Telegram, и мы будем с вами общаться, будем работать с вашими запросами. На самом деле запросы-то у людей есть всегда, не всегда они готовы их решать, поэтому жду ваших звонков. У нас был Евгений, который хотел поработать в прямом эфире, но пока Евгений почему-то нам еще не позвонил. Хорошо, ребят, давайте раскачиваться. Мы уже 10 минут в эфире, а звонков еще пока нет. От вашей сегодняшней активности будет зависеть на самом деле, насколько часто мы будем делать подобного рода эфиры с экспресс-коучингом, потому что я сейчас буду звонить. Запрос на состояние потока. Отличный запрос. Достаточно абстрактный, конечно. Так, а вот и Евгений нам звонит. Сейчас, Евгений, одну секунду. Да, Евгений, добрый день. Евгений, добрый день. Не слышно пока Евгения. Евгений, что у вас со связью? Такое ощущение, что вы не говорите. Доброе утро. Что такое НЛП? Здравствуйте. Да, Евгений, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вас через телефон я плохо слышу, поэтому я сделаю громкость погромче. Очень большая задержка в 20 секунд. Смотрите, Евгений, для того, чтобы у вас не было задержки, вам нужно со мной разговаривать по телефону, а прямой эфир отключить. Ага, все, понял. Так, прямой эфир я отключил и говорю с вами по телефону. Отлично. И тогда задержки не будет, тогда вы меня будете хорошо слышать. Сейчас слышно меня хорошо? Ну, вообще слышно плохо, но я просто сейчас говорю, как бы телефон держу возле уха и прям вот так вот впритык говорю. Но слышно. Я вас слышу Нормально. хорошо, а вы меня? Тоже хорошо. Хорошо. Евгений, давайте попробуем проработать ваш запрос. Я видел в чате ваш запрос. Да, но Попробуйте я его его тоже озвучить. озвучу, да, я его озвучу, потому что, ну, для других людей, и, в принципе, мне тоже нужно проговорить его. Значит, ситуация следующая. Я вот с весны... Алло. Да, я слушаю вас. Я вот с весны уже задумался над тем, чтобы купить себе акустическую гитару, очень много смотрел видео, ну, в общем, изучал этот вопрос, уже определился с моделью, ценовая категория, но вот все это время, и как бы есть у меня средства, чтобы ее купить, но я вот уже по сегодняшний день все время откладываю эту покупку. Ну, то есть откладываю, как бы могу уже даже
Ну вот хоть прямо сейчас, хотя сейчас магазины закрыты, встать, пойти, взять и купить себе эту гитару. Ну вот все время в голове там типа, давай завтра там, да нет, что-то не сегодня, да, вот что-то погода не такая, да, что-то настроение у тебя. Ну, короче, все время, то есть откладывается эта штука, ну вот уже где-то больше полугода. Хочу разобраться, в чем проблема и решить эту задачу. Потому что я точно знаю, что я ее куплю, просто непонятно, что я торможу. Как бы, вроде бы казалось, и все просто. Встал, пошел и сделал, но вот что-то не встается, и не идется, и не делается. Хорошо, давайте пробовать разобраться. Если я правильно понял, цель это купить гитару. Да, Ваша реальность, есть все условия, есть деньги, знаете модель, все знаете, но почему-то не идете покупать, правильно? да. Ну, могу сказать так, что какая-то часть меня как бы говорит, не делай этого, делай что-то другое, ну, типа откладывай. Я так понял, что она хочет что-то там... Ну, давайте так сразу скажу, я дело в том, что тоже психологией увлекаюсь, там проходил тренинг по НЛП, и как бы поэтому буду такими терминами выражаться, там, часть Да, да, личности, да, намерения, да. то есть все это мне знакомо, поэтому я думаю, поработать будет нам в удовольствие, потому что мы с вами в этом как бы разбираемся. Вот, и какая-то часть меня как бы говорит, не делай этого, откладывай, чтобы реализовать, наверное, какое-то свое там позитивное намерение, какое непонятно, какая-то безопасность может быть или что. Мгм. Ну вот Хорошо, как-то так. хорошо, Евгений, а расскажите, пожалуйста, а зачем вам вообще гитара, если заглянуть вот за цель? Ну, давайте так, не буду говорить о том, чтобы держать ее на руках брынкой по струнах, это и так понятно. Я думаю, что вопрос здесь намного глубже, но э, как бы получать удовольствие от процесса игры на ней, то есть как бы вот так вот. Мгм. А вы Но если играете? еще А вы уже играете на гитаре или только собираетесь учиться? Ну, здесь, наверное, нужно еще, я так думаю, у меня сейчас в голове такая история из жизни. Дело в том, что в 2006 году, ну, когда еще был, так сказать, в возрасте там 25-26 лет или сколько мне было, мы с ребятами сделали группу, там, метал-группу, короче, играли металл, рычали в микрофон. Где-то полгода у нас уже были песни, я уже там всех агитировал, давайте выступать, но в итоге мы так и не выступили, я что-то расстроился. Ну, в общем, я ушел из этой группы, свою гитару потом продал, потому что тоже не знаю почему, но как бы что-то себе в голове придумал, что нафиг она мне нужна, если в группе не играем. И с того момента, это 2008 год, с 2008 года у меня гитары в принципе не было. И вот буквально вот в этом году весной я вот что-то вот тоже не знаю, как это так получилось, но заинтересовался купить гитару. Наверное, видимо, на бессознательном уровне там принял решение, ну, поизучав все эти психологические штуки, подумал, на что ты так замкнулся, там, ну, не получилось, там, бери, покупай, играй для себя, не обязательно, что там на сцене прыгать, скакать, для себя, вот. То есть, как бы на гитаре играть я умею, ну, давно не играл, но из опыта это все достать не проблема, вот, то есть, так, может быть, это как-то с этим связано, Мгм. я Ну, не знаю. руки помнят, да? Руки, да, руки помнят, да, От- руки помнят. Отлично. Хорошо. Как вы думаете, а что с вами произойдет, когда вы ее купите? Ну, в каком смысле понять? Какой-то вопрос такой немного обобщенный. Ну, все будет хорошо, я думаю. Хорошо. А сейчас у вас все хорошо? Нет, не все. Я даже не знаю, может ли такое быть, чтобы все было хорошо. Всегда есть какие-то нюансы. Ну, смотрите, вы сейчас только что сказали, что если вы купите гитару, то все будет хорошо. А если я спросил, а сейчас у вас все хорошо, вы говорите, ну, все хорошо не может быть. Давайте попробуем поразбираться вот между двумя точками. Модель TOAD, если брать, да, желаемые результаты, текущее состояние, то когда гитара будет в руках, то будет все хорошо. Вы сами это сказали сейчас. Сознательно или бессознательно. А когда я Мгм. спросил, счастлив, все хорошо, вы сказали, ну, как бы да. Но не все, но все хорошо быть не может одновременно всегда. Давайте вот сюда немножко Ну да, порассуждаем. сейчас тогда получается не все хорошо. Есть другие кейсы, которые более важные, наверное, которые надо закрыть. Ну вот, к примеру, мне 40 лет, и так получилось, что я до сих пор там живу с родителями, что я как бы не реализован в жизни. Ну, как бы у меня есть работа, я зарабатываю, стабильно хорошая зарплата. Ну, как я фрилансер, и хотел бы от этой работы тоже, как бы она меня не очень устраивает, но как бы она меня кормит. И то есть этики хотелось бы как-то реализоваться в жизни. Ну, наверное, может быть, вот эта гитара какой-то, что ли, как говорится, свет в конце туннеля. Может быть, Мгм. она меня куда-то приведет, выведет как-то с этой дороги, по которой иду, в какую-то другую тропу, не знаю.
Может быть так? Хорошо. Евгений, а если представить, что вы уже ее купили, вот прямо сейчас, в моменте, представить, как если бы вот у вас она уже есть. Вы потратили Ага. эти деньги, которые у вас есть на нее, и вы ее держите в руках. Может быть, сыграли пару песен уже, может, где-то пальцы уже даже подустали. Попробуйте в это состояние погрузиться и представить, как если бы это случилось. Что вы испытываете, какие ощущения, может быть. Ну, не знаю, разочарование, скорее всего, мне вот сейчас как-то приходит. Но как бы получается так, я как бы сам инструменту рад вообще, это творчество, музыка, я люблю такое, но как бы, типа, ну как бы ощущение такое, как бы, ну и чё? Ну вот купил ты гитару, поиграл, и там, не знаю, взял пару аккордов, взял там, вспомнил, как переборчиком играть, ну и дальше что? Ну вот такое вот Мгм. как бы состояние, и чё? Вот Мгм. я даже образ такой вижу, сижу, гитара на коленях, такой облокотился, и просто такой, и чё? Мгм. Вот так вот. Вот это очень хороший результат, то, что мы сейчас с вами проговариваем. У вас есть какое-то разочарование. Может быть, вы ее и не покупаете, потому что не хотите испытать этого разочарования. Вполне возможно. Может быть и так. Так, Может быть. Но где-то хорошо. даже, наверное, процентов на 80. Ну вот чувствую такой внутренний отклик. Какая-то часть личности там меня там типа в ладошки хлопает. Типа, ну, наконец-то допер. Может быть Что так, может. наконец-то Но не допер, могу, что... но на 100% сказать не могу. Все-таки какая-то часть меня хочет инструмент. Дело в том, что даже если бы у меня было совсем все плохо или совсем все хорошо, как бы вне контекстно, ну, гитара штука полезная. Это музицирование. Мы все равно должны отдыхать, какое-то хобби должно быть. Это, то есть, как бы, оно как бы важно, но, может быть, не первостепенно важно, как бы. Мгм. Мгм. Может быть так. Хорошо. Если все-таки гитара важный инструмент и полезный, да, иметь его, но одновременно мне кажется, что вы связываете приобретение гитары с чувством разочарования. Правильно понимаю вас или нет? В большей степени, да. Мгм. А может, она вам не нужна? Не знаю. Я задумался, что это может означать. Но как бы нужна, я хочу ее. Я вижу образ ее. Просто как бы вижу образ, Мгм. картинку такую. Я хочу. Вот смотрите, Ну, вот... может быть, она не нужна, но опять же таки, не нужна как? Прямо сейчас. Может, не нужна. Я могу Мгм. сказать так, вообще нужна, я хочу ее, как бы желаю, у меня есть желание. По поводу нужна, но это вопрос нужды или как потребности, наверное, или что. Мгм. Я думаю, я как бы считаю так, что, наверное, исходить надо из желания, а не из как бы нужды или нужды. Ну, как бы, если я Ну желаю, хорошо, иду и если покупаю. переформулировать по-другому, я хочу ее. Ну, как бы я хочу, да, хочу, Мгм. но не Вот уверен. смотрите, хочу обратить ваше внимание, вы 2 раза, зрителям со стороны это будет видно, вы 2 раза, когда я задал вам вопрос про нужна она вам или хотите ли вы ее, вы сказали: "Ну как бы нужна, ну как бы хочу". Вы думаете, о Мгм. чем это может говорить? Ну, может быть, мысль, которая сейчас пришла, типа, мысль, как бы, которая пришла, ну, как бы она мне нужна, ну, для протокола, может быть, это некий спасательный круг, ну, я уже говорил об этом, может, это какая-то такая извилинка, тропинка, с которой я могу свернуть на другую тропинку, ну, как бы выйти на другую тропинку, это меня куда-то приведет, выведет из того контекста, в котором нахожусь здесь я, из той жизни, в которой нахожусь я, может быть, это вот так вот. То Мгм, есть, как бы мгм, получается, что я не покупаю этот инструмент, то есть я как бы хочу этот инструмент не для того, чтобы быть здесь сейчас и наслаждаться процессом, а как нечто, ну, как бы это как рука помощи, что ли. Просиди мне руку помощи, я хочусь и пойду за тобой. Что-то вроде того, ну, мгм, метафорически говоря. Вот так. мгм. Отлично. Гитара для вас — это рука помощи, но одновременно она является, таким, стимулом для разочарования. Как вы Мгм. думаете, как можно с этим быть? Что больше, рука помощи либо разочарование? Больше разочарования. Мгм. А давайте немножко вот с этим разочарованием поработаем. Если это разочарование, то оно связано с чем?
Думаю, что-то ничего, никакие мысли в голову не приходят. Сейчас еще так. Может быть, разочарование того, что не оправдается мое ожидание, и эта гитара будет со мной, постоянно напоминать мне об этом, придется ее продавать, то ли, и это будет как бы шаг назад, и это тоже Мгм. разочарование, вот что-то вроде того. Класс. А скажите, пожалуйста, Евгений, а вы когда продавали свою прошлую гитару, вы ее с каким чувством продавали? Мгм. Ну, с чувством, как бы, с чувством ненужности. Я как бы продал ее спокойно, как бы продал все, то есть не жалел, там, не ругал, в смысле, не рвал, ну, как бы продал, ну, наверное, с таким чувством, как бы, все, типа, тема эта закрыта, слава богу, ура, Мгм. вот так вот. Тема закрыта, Ну, как, слава богу, ура. да, ну, как бы тема вся эта, типа, там, группа, там, создать на сцене, выступать, там, брынкать вообще, вот, вся вот эта вот тема, как бы. Мгм. То есть я как бы вагон этот отгрузил, типа, все, как бы, жизнь, ну, этот этап как бы ушел, улетел, уехал, все. Мгм. Ну, как бы сожалений такого я не помню просто, тот, как бы не помню, не могу эти ощущения сейчас сказать, чувствую. Но Мгм. не было такого разочарования, я там, понятное дело, в депрессии ходил. Но я помню момент, там пришел парень, и как бы я ему там все рассказал, он передал мне деньги, забрал гитару, я такой, ну и все там. На следующий день я и забыл, что она у меня как бы была. Ну, как бы не было такого тяжелого осадка там, ничего такого. Как будто как обычную вещь продал. Ну, как люди продают свой смартфон, когда покупают новый, вот так это. Мгм. Но вы, правда, новый не купили? Нового нет, но я тему закрыл. Мгм. То есть, как бы, получается, я тогда договорился с собой, ну, опять же таки, на бессознанке, что это будет считаться тем, что тема, вот эта вся музыкальная тема там выступлений на публике, вот это вот все как бы закрыто, и я иду куда-то там дальше, пробовать себя. Мгм. Класс. А имеет ли смысл сейчас снова открывать эту тему, если вы когда-то ее закрыли? Ну, я считаю, что имеет. Но Мгм. я как бы, я считаю, что имеет, потому что я как бы в своем образе, ну, себя в голове, вот, как бы вижу себя на сцене, вижу себя с гитарой, вижу себя там человеком, который выступает на публике. У меня просто все это не развивается, как бы нет вот этого развития. И я как бы подумал, что, наверное, ну как бы в мыслях я в голове это все представляю, и уже давно. Да. Но дело в том, что одно дело представлять, и я же сам торможу все это. Это я принял вообще, я так понял, что, наверное, это и есть те самые качества, которые надо развивать и идти по этой дороге, там, публичность или что-то того. Но опять же таки, публичность это понятие обобщенное, не обязательно там на гитаре где-то на сцене играть, это можно где-то, ну, как-то по-другому, может быть, даже тем же НЛП-тренером быть или еще кем-то там, или какой-то блог завести, ну, что-то в этом роде. То есть, как бы, Мгм. ну вот я почему-то уцепился за гитару. Почему? Потому что, во-первых, есть опыт, во-вторых, мне нравится это дело. Я вот смотрю на видео, где ребята играют там музыку, слушай, меня это вдохновляет. Мне хочется, как бы, тоже там рука тянется, где же взять этот инструмент, чтобы тоже так повторить. И я Мгм. прихожу к такому пониманию, что это мое, мне хочется желание. И это может к чему-то привести хорошему, полезному для меня. Мгм. Правильно ли я понимаю, что дело не в самой гитаре, а дело, ну, не в самом факте покупки гитары, а, возможно, в таком четком осознавании и понимании, как вы с помощью этой гитары будете получать публичность? Может Если быть, вполне возможно, потому что я вот сейчас подумал над тем, что было бы, если бы сейчас, к примеру, как вы в чате написали, позвонили мне в дверь, я открыл, а вы там, вот тебе, Евгений, гитара, не парь себе мозги. Я бы такой думаю, что бы дальше было бы? Я же как бы ее не купил за свои деньги, мне ее подарили, причем еще и такую хорошую, баксов за 500, да, и что дальше? Ну и как бы, что бы я дальше с ней делал, как бы. Возможно, да, возможно, дело не в гитаре, а в самом, как бы, ну, как бы это сказать метафорически, это как бы ширма, за которой что-то скрывается более важное. Действительно, там реализация себя. То есть это способ себя реализовать именно так, как я хочу. вот в процессе того, в процессе всей нашей беседы
когда вы рассказывали про историю про группу и рассказывали о том, как вы играли концерты на сцене и все такое, у меня сейчас сложилось впечатление, вы меня поправьте, если я не прав, то вы видите свою какую-то публичную реализацию с помощью этой гитары. Неважно, это будет выступление на сцене, неважно, это будет выступление где-то еще, либо же это будет выступление в формате онлайн там или видеоблога, к примеру, что вы будете просто играть на камеру и где-то выкладывать свое творчество. Правильно я понимаю, что вам нужна гитара как средство вот этой реализации? Мне так Да, все показалось верно. сейчас. Да, да. Хорошо. Значит, если я правильно понял, то сейчас вас тормозит от покупки гитары не сам факт того, что вы не знаете, какую гитару купить, не знаете, может, нету денег. У вас это все есть, но вы не знаете, как получить вот этот эффект, который вы обозначили. А обозначили вы то, что вам нужен, по большому счету, если так обобщить, то вам нужен какой-то зритель. То ли это Ну, будет получается, ну, я сейчас да. опять перечисляю, то ли это будет девушка, то ли это будет группа друзей, то ли это будет, не знаю, как уличный музыкант, просто где-то на улице вы сыграете, или опять же на камеру сыграете. То есть нужен какой-то фидбэк, нужна какая-то аудитория, правильно? Ну да, получается так, потому что у меня сейчас на данном этапе полностью замкнутый такой образ жизни, практически нет никого в моей жизни. Ну вот единственное, что там один-два человека, и то редко так фигурирует. Возможно, с помощью нее это как бы, ну я уже давно так задумался, что пора в своей жизни что-то менять, как бы это не вариант. Но это следствие фрилансерской работы, так сказать. Мгм. Зарабатывать получается хорошо, но вот с коммуникацией это да, все обрубаются все вот эти вот связи, и И если очень получается. коротко сейчас сформулировать, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что гитару купить не проблема. Но проблема в том, что а кому я буду на ней играть? Вот если так, моими словами, вы согласитесь или нет? Но я соглашусь, но в то же время я э, соглашусь с тем, что прежде всего нужно, наверное, играть не для кого-то, а мне сначала нужно играть для себя. То есть это должно нравиться мне, потому что если как бы, ну, получается так, что я не буду интересен с гитарой себе, то я не буду интересен никому. И Мгм. бессмысленно как бы покупать эту гитару для других, чтобы там гнаться за другими. Это должно быть интересно в первую очередь мне. То есть и тогда получается, что если я буду интересен себе, я это буду транслировать в мир, окружающие будут видеть и как бы подтягиваться ко мне. Но получается, что все это нужно для того, чтобы как бы в моей жизни появились люди, коммуникация. Вот Мгм. зачем. А вы действительно так думаете, вот то, что вы говорите, что в первую очередь это должно нравиться мне, я должен творить для себя? Или это просто такая общая история, которую рассказывают многие музыканты? У меня вот что-то сомнения появились тут в этом моменте. Я не могу точно сказать 50 на 50. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что в первую очередь это должно действительно нравиться мне, потому что игра, ну, мы живем здесь и сейчас, и Да. кайфовать нужно от этого здесь и сейчас. Если этого не будет, то, ну, зачем это ради других? Потому что, ну, как бы другие люди, они же регулируют там, получается, что я отдаю им право управлять моей жизнью, а я так не хочу, я хочу быть хозяином своей жизни. Поэтому все-таки в большей степени, в первую часть, мне нужно, как бы, чтобы это нравилось мне. Гитару я покупаю для себя, я хочу ее играть, хочу для себя в первую очередь. Мгм, мгм, Поставить там видеокамеру, сыграть на ней не проблема вообще, как бы, мгм. вот. Окей. А вам нравится самому играть? Ну, когда у меня была тогда, мне нравилось, там, у меня была электрогитара, я ее подключал к компьютеру, да, мне нравилось. Мгм. А когда вы последний раз вообще играли на гитаре, может быть, не на своей, а на какой-либо? Нет, это был тогда последний раз, вот, ну, в те года, 2008 или какой, я уже не помню. Мгм. То есть после этого... ну еще не, помню, вроде 2 недели назад я заходил в магазин, как раз присматривался к гитарку, и тогда у меня в руках была, я там пару аккордов брынкнул. Ну, отлично, хорошо. Мгм. И что с вами происходило, когда вы брынькнули эти пару аккордов? Ну, не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, просто Ну, постарайтесь вспомнить, как это было.
Ну, я как бы зажал пару аккордов, побрынкал, послушал гитару, затем мне продавец дал другую гитару. Вот, я как бы говорю, ну, на звучание они какие-то все одинаковые. Он говорит, ну, это потому что нужно струны подбирать, потому что как бы еще нет этого профессионализма, профессионального слуха, ну, как бы не действительно все на звук были, ну, почти. Ну, как бы, я не знаю, что сказать на этот, ответить на этот вопрос. Мгм. Ну, то есть, если я правильно понял, вы когда попробовали играть, ничего особенного не почувствовали. Нет, ну, если вы имеете в виду, что там не было там какого-то отторжения, типа, фу, эту гитару, а может, не нужна она тебе, то таких чувств не было. А позитивные были? Приятные? Позитивные. Ну, скорее, наверное, я бы не мог так сказать. Не могу положительно ответить. Но не было такого, что я в восторге, о, гитара, хочу, блин, прямо сейчас тут ограблять этот магазин. Такого не было. Но как бы было приятно там и посмотреть на них, потрогать и почувствовать там, если струны, там весь этот корпус, там и тоже одна классная гитара там висела, очень такая, ну, брендовая, наверное, там за пару тысяч, за пару сотен долларов это уже так хорошо разгравированная, мне дали подержать. Ну, как бы это было приятно, это было приятно. Мгм. И вот если сейчас, проговорив столько всяких разных вещей, задать вам вопрос. Вы действительно хотите купить гитару? Или это Да, так? нет, Действительно хочу, хотите? Действительно хотите. хочу, Хорошо. И у вас есть все возможности. да, А когда самая ближайшая возможность у вас будет для того, чтобы ее купить? завтра. Завтра. Если сейчас мы с вами уже обсудили столько всего, вы пойдете и купите завтра гитару или нет? Не знаю, Мгм. не знаю, но А если бы знали, то какой бы был ваш ответ? да, просто вы умеете задавать. Если бы знал. Ну, наверное, если бы знал. Я не знаю, как ответить. Это ловушка. Да, да, это ловушка. Ну, на нее лучше ответить, как отвечается. Ну, вы хотите ответить? Нет. Вам, я понял, вы на своем Мгм. примере, понял. Ну, как отвечается, как получается, так и нужно ответить на нее. Ну, не знаю, вижу перед собой образ букв «да» и восклицательный знак. Мгм. Что бы это Хорошо. значило, наверное, да. Как вы думаете, в процентах, какова вероятность, что вы завтра пойдете и купите гитару? Первое, что увидел, образ 58%. 58% в пользу куплю. Да. А что нужно сделать, либо какие внутренние задачи нужно решить, чтобы этот процент увеличился? Не знаю, может быть, перед покупкой посмотреть пару видеороликов, как ребята играют, вдохновиться, может быть, поднять вот это состояние Мгм. и, и быстро заказать себе такси, и пока оно меня не отпустило, просто купить. Но, честно говоря, мне не очень хочется так делать, потому что это может оказаться обманом, ну, как бы самообманом. То есть это должно Мгм. быть для меня как бы принципиально важно, чтобы я обязательно как бы был в ресурсе, мне действительно этого хотелось и был в ресурсе. Так эта гитара будет постоянно передо мной мелькать, играть, я бы не хотел, чтобы эта игра на бессознательном уровне там вводила меня в нересурсное состояние, это просто напрочь отбило бы охоту. То есть это тоже важный момент. Покупка вещи, как бы это важно. Ну, там это Мгм. связано, стимул, реакция, да, вы знаете, да, как это. А насколько сейчас вы чувствуете себя в ресурсе сделать эту покупку? Ну, скажу так, сейчас бы, если бы была такая возможность, я бы точно не пошел и не купил. Даже Мгм. если бы продавец сюда зашел с целым набором гитар, все равно бы не купил. То есть какое-то сомнение есть. Я бы, может Мгм. быть, посмотрел, поиграл, пообщался бы с ним, но точно бы не достал так с бумажника нужную сумму денег и не заплатил бы ему. Мгм. Мгм. То есть сомнения все-таки есть. Какая-то часть меня сопротивляется. Давайте спросим у этой части, какое у нее есть позитивное намерение.
Хороший вопрос. Я пытаюсь разобраться вот уже все это время. Мгм. Мгм. Так, ну не знаю, я прислушаюсь к себе, образов никаких нет, ощущений тоже, звуков. Не знаю. Я не знаю, что ответить. Мгм. Не приходит ответа. Отлично. Когда ответа нету, это тоже хорошо. Ну да, может быть, мне не нужно это знать. Я где-то Возможно. такое читал, что я где-то такое читал, что если часть личности, по-моему, в шестишаговом фрейминге такое есть. Если Да. часть личности не дает ответа, то это может означать, что, ну, как бы тебе не нужно знать. Мгм. Не надо париться по этому поводу, просто оно там как-то разрулится само. Может быть, это тот самый случай. Ну, это хороший ответ. Мгм. И, может быть, это и было, да. Может, это и есть позитивное намерение такое скрытое. Мгм. Просто не надо знать, просто пойди, купи и не парь себе мозги. Я же как-то покупаю, вот, кстати, сегодня я же как-то шел по базару и вспомнил, что мне нужна кофта. Взял, да и купил, и не парился по этому поводу. Может, с Мгм. гитарой то же самое. Возможно. Возможно, вам не нужно делать из этого какой-то особенный ритуал, если на примере с кофтой, а просто идти мимо магазина, зайти и купить. Возможно, может быть и так. И, может быть, даже не нужно там с ней, знаете, как делают, покупают там в пакетике, дома только распаковывают, а сразу там где-то сесть себе на лавочке, поиграть, вот тебе и решение задачи там. И на публике, хотя я, ну, нужно будет там посмотреть пару аккордов, наверное, перед этим. Сел себе на лавочке, поиграл, там людишки посмотрели. Это, наверное, будет какой-то первый шаг. Может быть, все действительно стоит упростить до максимума и не париться по этому поводу. Так. Вот сейчас, когда вы об этом рассуждаете, как вы себя чувствуете? По энергии. Ну, как-то спокойно. Ну, не знаю, спокойно, как бы нейтрально. Мгм. Нейтрально. Вот если вернуться к последней этой части, как вы говорите, может и не нужно это знать, или может быть не нужно все сильно усложнять, а нужно все упростить. Как вам эта мысль? Не знаю, может быть, она действительно реальна. Может, я действительно из этой гитары сделал какой-то ритуал. В конце концов, мы же покупаем там вещи, мы идем, смартфон покупаем сразу и паримся по этому поводу. Что с гитарой так произошло, непонятно. Может быть, это обычная вещь. Пошел, купил, побрынкал и... Не знаю, не знаю. Но получается к тому, что мы просто нейтрализовали всю эту идею. Ну, как бы, действительно, там из ритуала, это был какой-то ритуал для меня, что-то зациклился, превратил, сделал, как говорится, из мухи слона, а оказывается все намного проще. Обычная вещь. Мгм. Если сейчас посмотреть на гитару как на обычную вещь, как на смартфон, как на предмет одежды, на кофту, то как это выглядит сейчас для вас? А, наверное, как обычная вещь, так же, как и вот там, ну, обычно я, как и компьютер, как смартфон, ну, вот там, утром встал, включил компьютер, посмотрел смартфон, взял гитару, поиграл. То есть получается, как не что-то такое особенное, как действительно один из множества предметов, которыми можно пользоваться, и они приносят какой-то результат, получаешь удовольствие от их использования. Мгм. Ну, то есть получается так, что эта гитарка как бы немного затерялась, то есть как бы не выделяется из всего общего вот этого вот. Как Мгм. первоначально, как изначально было. И одновременно, если она не выделяется, то значит она не сильно и приносит разочарование. Правильно я понял? Вполне возможно. Вот я даже сейчас смотрю, у меня как бы образ этой гитары чуть-чуть отъехал назад, ну, потому что когда только начинали этот запрос прорабатывать, он прям стоял передо мной, и сейчас он как бы чуть-чуть такой назад отъехал. Может Мгм. быть, действительно, да. И разочарования такого особо не будет. То есть, как бы купил, играя, что-то получилось, не получилось, ну и что. И в конце концов, вы же не сильно разочаровываетесь от того, что, допустим, у вас есть ноутбук или компьютер, и вы не используете его на все 100%. Мгм. Да, Мгм. Одновременно он может приносить удовольствие каждый день. да. Мгм. Вот, Просто кстати,
Да, да. Кстати, интересно получилось вот эта вот идея. Надо будет потом эфир, он же сохранится, да? Да, да, он сохранится. Потому что мне интересно, как мы это сделали. Мы как бы нейтрализовали эту ситуацию, получается. Если изначально там, ну, как бы, вначале она как бы была такая весомая, как бы большая, а сейчас как бы такая нейтральная, что ли. Вот интересно будет потом послушать, пересмотреть, как мы это сделали. Мне просто интересно будет. Мгм. Потому что, в принципе, это важно. Мы очень часто делаем из вещей всякие там культы и так далее. Паримся по этому поводу. Супер. Мгм. Хорошо. Ну и сейчас, если вернуться к изначальному запросу, как вы думаете, когда вы ее купите или не купите, как вы вообще к этому будете относиться теперь? А я, честно говоря, вот сейчас думаю, вообще не знаю, нужна ли она или нет. Ну, такая мысль в голову пришла. Мгм. Может, вообще сейчас обесценили все это дело. И Мгм. действительно там деньги эти потратить на что-то более важное, там на какое-то самообучение, на какой-то тренинг купить или что-то вроде того. Окей. Хорошо. А, довольны ли вы общением сейчас со мной и результатом, который у нас получился? Да, доволен очень. Очень все было здорово, очень классно, продуктивно. Наверное, самый полезный разговор за последние несколько лет в моей жизни. Очень... Ну, мне просто, я же уже говорил, что я тоже вот этим делом увлекаюсь, и мне, естественно, я как бы старался быть и ассоциирован, и деассоциирован, чтобы со стороны посмотреть, что происходит. Вот, да, очень здорово, классно. Спасибо большое, Юрий. Супер, рад, что помог. Ну, вы нам в чате или под этим эфиром потом напишите, что по итогу произошло. Либо вы купили Хорошо, гитару, либо обязательно. вы отказались вовсе от этой идеи, и она вас уже, ну, как бы не тяготит. Потому что в таком состоянии, когда могу, но не знаю, нужно или не нужно, тяжело на самом деле жить. Если очень коротко пояснить, что произошло, ну, если хотите так, на нелперском языке, то Мгм. был такой, ну, поставили, ну, модель Toad, да, поставили такую цель Да. большую, и ее как бы очень сильно, сильно значимость ей большую придали, это не хорошо и не плохо, это как есть. Но Ага. когда есть сомнения, нужно мне это или не нужно, то энергия на эту цель тратится, мыслей очень много, а эффект, ну, то есть тест один не становится равен тесту 2, не уравнивается. То, что мы сейчас с Мгм. вами проделали, если вот так на НЛПерском языке поговорить, то мы где-то постарались уравнять с разных аспектов тест один к тесту 2. А представьте, пожалуйста, у вас есть эта гитара в руках, а вспомните Мгм. ощущение, когда вы взяли ее в магазине, а представьте там и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот вот проброс, особенно в прошлое, когда продавали прошлую гитару, это тоже своеобразное такое приравнивание. И сейчас как будто как отпустило. Как вы будете уже с Мгм. этим действовать дальше, это уже другой вопрос, но я рад, что Мгм. вам точно стало легче. Мгм. Спасибо вам Ну за и смелость. Да. Всё. Спасибо большое, Юрий. Я думаю, что просто нужно еще как бы чуть-чуть, как бы, ну, поспать, чтобы там бессознательно обработало все это. Мы сейчас, метафорически говоря, так бы подняли, знаете, как говорится, в реке вот этот весь ил, и нужно, чтобы оно осело спокойненько там. И я думаю, что какое бы решение ни принял, оно все равно будет верное. Да. Ну, по энергии Вот. вашего голоса слышу, что изменения есть. Изменения Да. есть, и это очень Да. радует. И, во всяком случае, Хорошо. вы перестали зависать в этом непонятном для себя состоянии. Спасибо Да. вам. Это Спасибо. смело. Спасибо. Спасибо, что позвонили и поделились своей историей. Я думаю, что эффект будет. Будем ждать ваших комментариев под этим видео, Да. чтобы те, кто смотрит в записи, тоже могли понять, насколько это эффективно. Обязательно отпишусь, обязательно. Спасибо, Да, Юрий. Все, пока, супер. до свидания. Счастливо. Так, друзья мои, зачитаем комментарии. Что у нас тут есть в комментариях? Так, что такое NLP? Cats. Ребят, ну вот что такое NLP? Уже 100-500 видео есть на моем канале. Потрудитесь немножко, найдите. Я во многих видео рассказываю, что такое NLP. Даже вот совсем недавно, у нас буквально месяц назад был эфир на радио, и там я тоже очень много раз рассказывал, что такое NLP. Так, Лена спрашивает, выходить с Ютуба и звонить? Да, чтобы позвонить, вам нужно выйти из Ютуба, чтобы у вас на фоне не было, потому что в Ютубе есть задержка, и вы будете ориентироваться на мой голос, который в
Ютубе, а на самом деле я с вами буду разговаривать в реальном времени. Поэтому так. Салам from Амстердам, салам. Так, здравствуйте, здравствуйте. Ах, лицо Юрия. Что у Юрия с лицом? Так, чемодан без ручки. Здравствуйте, Юрий, с возвращением вас. Да, Надя, приветствую вас. Мы уже вернулись. Если что-то пропустил, вы прямые эфиры теперь будете делать по пятницам? Нет, прямые эфиры у нас будут также по четвергам. И такой экспресс-коучинг мы будем проводить 2 раза в месяц. Каждый первый и каждый третий четверг месяца. Все нормально, это просто я еще из отпуска выхожу, поэтому все такое. Не согласование с расписанием. Надеюсь, что сейчас это будет в последний раз. Так, у него нет друзей, и гитара способ это сделать, а боится он того, что не может через гитару найти их. Вот алмаз, это лишь только ваша точка зрения. Не нужно транслировать свою карту реальности на других. Я думаю, что у Евгения все нормально. Он просто не знает, нужна ли она ему на самом деле. Так, всем доброго вечера, доброго вечера. Заканчивайте, у меня новый вопрос. Отлично. Евгений, купи перфоратор. Хороший совет. Людмила, ностальгия гитара не спасет. Поэтому разочарование в прошлое не вернуться. Ну, тут же никто не говорит о прошлом. То он смотрит на то, насколько ему она актуальна в будущем. Так, всем привет, начинающие коучеры. Привет начинающим коучерам. Так, все поняла, спасибо, отлично. Хорошо, друзья. Ну что, можем разобрать сегодня еще. Сколько мы уже в эфире? В эфире мы уже... Кто мне подскажет, сколько мы в эфире? 55 минут. Давайте разберем еще один запрос, если он есть. Можете набрать в Viber, в Telegram или в WhatsApp. Мы с вами пообщаемся. И на этом будем заканчивать наш прямой эфир. Ребят, расписание в этом сезоне будет такое. Все как и было. По вторникам утренняя раскачка до 55-го выпуска. У нас сегодня какой? 38-й вышел? Не сегодня, а недавно. 38-й. Я обещал, что буду целый год делать утреннюю раскачку каждую неделю. Вот 55-й, когда выйдет, тогда утренняя раскачка закончится, и мы придумаем что-нибудь еще. Прямые эфиры у нас будут по четвергам в 20:30 по московскому времени. Что еще вам сказать позитивного? Ждем еще звонок. Можете позвонить, но если звонков не будет, то, наверное, будем заканчивать. Потому что такие прямые эфиры у нас будут хорошо работать при условии, если у нас будут запросы. Если запросов не будет, то этот формат будет неудачной попыткой. Такое тоже бывает, и это тоже нормально. Ребят, напишите вообще, полезно ли вам иметь этот формат на нашем канале. Я не вижу большого энтузиазма пока. И активности. Но тем не менее. Будем тестировать, посмотрим. Может быть, вам нужно просто привыкнуть к этому формату. Чтобы начать разговаривать о своих запросах в прямом эфире. Хотя, с другой стороны, возможно, формат бомба отлично. Если формат бомба, тогда давайте еще какое-то время побуду с вами. Если нам еще дозвониться в течение... Давайте так, 21:29, 21:35 будем... Так, у меня еще много запросов, но не сегодня, Евгений. Я не сомневаюсь, что вы можете позвонить. Ну, тогда в следующий раз. Да, давайте сделаем такое правило, что один участник не может в одном эфире разбирать сразу 2 запроса. Будем разбирать разных участников в одном прямом эфире. Так, полезно. Хорошо. Ребят, можете смело звонить по телефону, который есть на ваших экранах, в WhatsApp, Viber или в Telegram. И мы с вами поработаем
над вашим запросом. Так, про расписание рассказал, про планы рассказал. Обычно все как обычно будет. В этом сезоне все будет как обычно, только будем пробовать. Так, у нас есть звонок. У нас есть звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер, как у вас дела? Отлично. А как вас зовут? Меня зовут Алмаз. Алмаз. Вы писали в чате, да? Очень приятно. Да, и меня. В общем, у меня такой некий страх. Сейчас я вам расскажу пример, и вы поймете, наверное. Во время карантина как-то в автовокзале меня задержали полиция, ну, из-за маски. Да. И э, во время этого у меня как-то ноги подкашиваются, дыхание сбивается. В общем, я не знаю даже, что говорить. Вроде и в мыслях есть что-то, а когда начинаешь что-то говорить, начинаешь слова заглатывать. И вот это чувство даже после этого не отпускает и все время гложет. Поэтому я все время мысленно прокручиваю эту ситуацию и все время думаю, надо было так сказать, надо было так сделать. И вот эта мысль дня 3-4 постоянно съедает изнутри. Мгм. Хорошо, Алмаз. Ну, во-первых, это такой не совсем коучинговый запрос, но тем не менее, постараюсь вам сейчас помочь. Вы сейчас сказали, что вы 3 дня прокручиваете эту ситуацию, думаете, надо было вот так сказать, надо было вот так сказать. А что, если вы это делать не будете? Это на автомате получается, я не знаю. Мгм. На автомате. А вас что, каждый день задерживают? Или как часто там задерживают вас по поводу маски? Или это начинает Даже происходить уже, когда просто видите полицию или что-то в этом роде? не только налить полицию, это, наверное, более статусных людей, чем я. Я даже не знаю, как это объяснить. Мгм. Если вот, допустим, какое-то начальство, даже не то, что полиция, допустим, какое-то начальство или, не знаю, э, какие-то высшие по статусу люди, и вот такое у меня случается. Хорошо. И если я правильно понял, это началось после того, как вас там задержали из-за маски. Нет, это еще с детства. Еще из детства, да? Хорошо. Ну тогда давайте вот попробуем вот что мы проделать с вами. Когда вы видите более статусного человека, можете сейчас представить кого-нибудь более статусного с закрытыми глазами. Да, конечно. А кто это? Ну, пусть будет начальник. Отлично. Начальник. И вот если вы с закрытыми глазами представите этого статусного человека, где он вам представляется на своем внутреннем экране? На работе. Хорошо. Если вы закроете глаза, у вас есть такой вот внутренний экран, он такой большой, да? Вот начальник, он справа, слева, сверху, снизу, близко, далеко от вас. Посередине, с расстояния вытянутой руки. Так, посередине расстояние вытянутой руки, а он большой, маленький, Чуть больше меня. больше вас. Если я правильно понял, то вы, когда на него глядите, ваши глаза немножко вверх приподняты. Да, есть такое. Мгм. То есть он на вас смотрит свысока, а вы на него как бы снизу. Да, да. Хорошо, на расстоянии вытянутой руки. Отлично. А давайте теперь представим такого человека, может быть, ваш друг, приятель, или просто человек, которого вы не опасаетесь, которому вы доверяете. Кто это такой? У вас есть такой человек в жизни вообще? Ну да, коллега. Коллега. Вот вы сейчас попробуйте его представить, и он вам где представляется на вашем внутреннем экране? Ну, раз коллега тоже на работе. Хорошо, на работе. Вот вы с закрытыми глазами представляете коллегу на работе, и он где? Справа, слева, сверху, снизу, на каком Слева. расстоянии от вас? Слева. А на каком расстоянии от вас, коллега? Чуть подальше, метра два. Наверное. Метра два от вас и слева. А он больше, меньше вас?
Так, у нас какое-то прерывание связи. Давайте попробуем. Давайте попробуем связаться с Алмазом снова. Алмаз, попробуйте перезвонить. А возможно, это что-то и у меня. Алмаз, если вы меня слышите, попробуйте перезвонить. Давайте немного подождем. Что-то произошло у нас со связью. Алмаз, выйдите на связь каким-то, может быть, другим способом. Очень интересно. Да нет, вряд ли начальник добрался до него. Это что-то со связи. С удовольствием пересмотрю вашу запись, так как сейчас надо бежать по делам. Всем здоровья. И вам здоровья. Бегите. Ну что, Алмаз нам перезвонит. Есть звонок. Да, алло. Алло. Да, все восстановилось, отлично. Ага. Так, Алмаз, мы остановились на том, что вы увидели своего друга, который левее от вас и метра на 2. Да-да-да. Угу. А он большой, маленький? Ну, по росту, как я. По росту такой же, как вы. То есть, если я правильно понимаю, то на друга, на вашего, вы смотрите на уровне глаз, то есть одинаково. Да, да. Угу. И общаясь с другом, у вас все хорошо. С коллегой Ну, по работе. ну да, на веселом тоне. Угу. Отлично. Хорошо. Вот что мы сейчас будем с вами делать. Давайте представим, что вы видите снова своего начальника. Вы меня слышите? Так, что-то пропадает связь у нас с Алмазом. Пропадает связь. Ничего. Мгм. Алло. Алло, я сейчас Да, через Viber попробовал да, позвонить. да. Да, мне кажется, это хороший вариант попробовать через другой мессенджер. Ну, слышно хорошо, и меня, и Да-да-да. вас. Мгм. Ну, давайте попробуем сейчас представить начальника. Да, представил. Мгм. Он где-то в метре от вас, и он такой больше вас. Вы смотрите на него снизу. Да-да-да. Мгм. Давайте сейчас переместим на внутреннем экране начальника в то место, где обычно вы представляете друга. То есть он будет левее от вас и где-то метра на 2
от вас на расстоянии. Угу, представил. Мгм. И пусть он будет такого же размера, как вы. Ни больше, ни меньше. То есть вот именно такого же, как вы. Да, Чтобы вы смотрели на него вот ровно. да, да, Глаза да. были на одном уровне. Мгм. Как вы сейчас относитесь к начальнику? Ну, сейчас более-менее мягко. Мгм. Это достаточный результат на данный момент, чтобы так относиться к этому человеку? На данный, да, Мгм. вполне. Чтобы не перехватывало дыхание. Да, да. Хорошо. А если попробовать этого начальника тоже, так как он сейчас слева, где-то в 2 метрах, ну, немножко отдалить еще на 2,5 или на 3 метра. Тогда результаты улучшатся. Ну, давайте попробуем. Так. Да, да. Хорошо. Как вы чувствуете себя сейчас по отношению к нему? Ну, как будто он вообще где-то вдали и отношения ко мне не имеет. Чувство Мгм. спокойствия. Чувство спокойствия. Да. Хорошо, Алмаз, что теперь вам нужно будет делать в дальнейшем? Вам нужно вот то, что мы сейчас сделали, это называется техника социальная панорама. Вам нужно будет это потренировать. У вас такая внутренняя карта. То есть тот человек, который более статусный, вы его почему-то, это не важно почему, представляете близко и как будто он больше вас. А тот человек, который имеет для вас равный статус, то он у вас представляется левее и на уровне такого же размера. А если вы хотите еще больше нейтрально делать, то вы можете его еще отдалять. И теперь вам нужно поиграть в такую внутреннюю ментальную игру с самим собой. Каждый раз, когда вы видите какого-то более статусного человека, вам нужно в голове у себя проделывать вот такую операцию, как мы сейчас проделали. То есть представлять его левее и на расстоянии от вас от 2 метров, а можно даже немножко дальше. Одновременно, чтобы он был равного с вами размера. И тогда, если вы натренируете себя таким образом представлять других людей, которых вы раньше представляли более большими и на более близком расстоянии, тогда у вас эта вся история начнет проходить. Получится у вас? Да, конечно, думаю, со временем, если потренироваться каждый день. Да, тренировать лучше каждый день, ну хотя бы там первые дней 10 просто 3 минуты на это уделять. Вы наверняка знаете тех людей, перед которыми у вас начинает что-то подобное происходить. Там начальник, кто-то еще. Вы просто прям можете составить себе список этих людей и всех их мысленно вот так вот подвигать. Там сегодня тренируете на начальнике, завтра тренируете там, не знаю, на теще или там, не знаю, на милиционере и так далее, и так далее. И у вас начнет это получаться. А здесь главное, ну, если эта проблема для вас, ну, как бы такая актуальная, тут самое главное, э, скажу по-простому, не забить, не полениться, а потренировать. Тогда все будет круто. Хорошо, спасибо большое. Помогло? Да, да, да. Отлично. Рад помочь. Успехов вам. Ага. Спасибо за звонок. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, что у нас? Здравствуйте. Какие, к примеру, можно задавать вопросы? Вот, Алия, отвечу вам так. Если у вас есть какая-то жизненная задача, есть какой-то жизненный вопрос, который вы не знаете, как решить, или у вас есть какое-то сопротивление к этому к решению этого вопроса, вы можете позвонить и задать вопрос. Ну, могу сказать так, что не все вопросы мы можем решить, и не под все жизненные запросы есть техники, но многие вопросы можно решить таким образом. Поэтому можете звонить по телефону, который у нас указан на экране. Но уже будете звонить в следующий раз. А в следующий раз мы сделаем такой эфир с проработками. Знаете, когда? 14 октября. 14 октября мы сделаем тоже экспресс-коучинг. Поэтому вы можете готовить свои запросы, готовиться к тому, что нужно будет
добавить номер в свою телефонную книгу, чтобы вы могли связаться с нами через WhatsApp, через Viber или через Telegram. И буду ждать вас для работы в таком экспресс-формате, в аудиоформате, в прямом эфире. Был рад всех видеть. Спасибо всем, мои дорогие. Особенно спасибо тем, кто сегодня позвонил и дозвонился. Вы настоящие смельчаки. И на самом деле не так уж просто звонить в прямой эфир, даже если не видно лица. Все равно это определенное преодоление. Поэтому вы крутыши. Прям лайк вам ставлю. Если вы смотрите в записи, тоже можете поддержать этот прямой эфир лайком. Ну и до скорых встреч. В следующий раз такой эфир мы сделаем 14 октября в 20:30. Это будет четверг. Был рад всех видеть. Подписывайтесь на канал, делитесь подобного рода видео со своими друзьями. И до скорых встреч. Пока-пока.